В этом видео я буду качать ноги каждый день на протяжении 30 дней. Вы узнаете, с какими сложностями за это время я столкнулся, а также в конце видео оцените мой результат и уже объективно сравним в сантиметрах, сколько же мышц мне удалось добавить за этих 30 дней. Итак, на протяжении следующих 30 дней я буду ежедневно ходить на спортплощадку и тренировать ноги. Почему именно ноги? Потому что, как и у многих воркаут-атлетов, у меня эта группа мышц отстающая. И сразу хочу сказать, я не призываю вас тренироваться в таком режиме. Давайте расценивать это видео скорее как эксперимент, потому что в YouTube много видео с громкими заголовками «Пресс за 30 дней» или «Ягодицы за 7 дней». И так далее. И многие авторы этих видео показывают, как они добиваются результата. Так что давайте проведем эксперимент, насколько это реально и получится ли у меня за всего каких-то 30 дней достичь какого-то результата. Итак, в первый день, чтобы можно было отследить результат, я провел замеры своих ног и снял на видео их форму, чтобы в дальнейшем можно было их сравнить визуально. Параметры моих ног составляли таз 92 см, бедро 54 см и икры 36 см. Форма достаточно скромная, поскольку я никогда раньше не занимался ногами. Теперь по тренировкам. У меня будет поначалу всего 2 вида тренировок, совсем немного будет упражнений, но это всего лишь будет первую неделю, чтобы избежать вот этой самой сильной крепатуры, чтобы у меня была мотивация двигаться дальше, чтобы я мог встать с дивана. Так началась моя первая неделя тренировок. Я ходил на спортплощадку каждый день, выполнял 4 упражнения по 4 подхода с собственным весом. И это был самый сложный период. Каждый день, когда я просыпался, я не мог пошевелиться, и, честно говоря, это оказалось сложнее, чем я думал. Абсолютно каждый раз мне не хотелось этого делать, и я с ужасом представлял, что так надо продержаться целых 30 дней. Итак, друзья, началась вторая неделя тренировок ног. Сейчас я, как и планировал, добавлю прыжковые упражнения к своим стандартным упражнениям, чтобы как можно больше нагрузить свои ноги. И далее уже, опять же, со следующей недели я уже добавлю себе дополнительный вес. И так до конца 30 дней, так что следите. После первого такого дня я думал, что на утро не смогу ходить, спускаться по лестнице или мои ноги будут болеть еще больше. Но ничего этого не произошло. С 8-го дня боль ушла, и на протяжении второй недели я начал замечать прогресс. Во-первых, ушла боль, во-вторых, во время выполнения упражнений мышцы стали больше наливаться кровью, то есть улучшился памп ног, но что интересно, памп рук, к сожалению, ухудшился. Ноги стали более сильные и взрывные, из-за чего выполнять все эти упражнения мне стало очень легко, и появился первый заметный результат. Итак, друзья, это 15-й день, уже половина эксперимента пройдена, но я столкнулся с очень серьезной проблемой упражнений с собственным весом, и из гири 32 килограмма, что я делал, стало совсем недостаточно. То есть я провожу какую-то тренировку на ноги, и, например, к вечеру я уже полностью восстановлен и как будто вообще ничего не сделал. Поэтому я придумал прекрасное решение: крутящемуся турнику с двух сторон повесить 2 гири по 24 килограмма у меня есть. Это получается дополнительный вес где-то чуть более 50 килограмм. И за счет того, что гири не висят статично, а болтаются, нагрузка еще больше от этого увеличивается. Так я стал приседать всю третью неделю по 20-25 повторений от 4 до 6 подходов. И это уже было значительно сложнее, но только поначалу, до 1 дня. В общем, приседал чуть более чем с 50 килограммами дополнительного веса по 20 повторений. И что вы думаете? Мне этого стало недостаточно. Впереди последняя неделя тренировок. Я хочу как-то ускорить прогресс, поэтому сейчас постараюсь набрать свой собственный вес. Буду максимально много кушать, все, что попало, вообще подметать под собой, чтобы как можно больше показать вам лучший результат в конечном итоге. Также надо решить проблему с дополнительным весом. Я хотел еще добавить гирь, но столкнулся с такой проблемой, что я просто этот крутящийся турник тогда не могу забросить на брусья. Поэтому решаю увеличить количество повторений просто x2, то есть уже делать не по 20, а минимум по 40 за подход с тем же весом. И уже потом посмотрим, к какому результату я приду.
И сейчас самое время узнать реальный результат за месяц, то есть объективно в сантиметрах измерим таз, бедра, икры и сравним их 30 дней назад и сейчас. Приступим. Так, визуальная форма. Таз 96 сантиметров, было 92. Бедро почти 57, 56,5. И икры почти 38, 37,5. Визуальная икра почти как будто не изменилась, хотя по силе чувствуется, что добавили. Итак, я считаю, это очень хороший результат за 30 всего дней. Представьте, чего можно добиться, если так тренироваться целый год или вообще 10 лет можно прийти просто к сумасшедшим результатам. Ну что же, вы все видели сами. Мне только интересен один вопрос. Возможно, если бы я тренировался 1-2 раза в неделю, но более интенсивно, результат был бы лучше. Но мы этого уже не узнаем, и это уже совсем другая история. Поэтому обязательно ставь лайк, пиши в комментариях, как тебе такие эксперименты 30-дневные. Можно попробовать за 30 дней сесть на шпагат или исправить, наконец, мою осанку. Все, не могу найти время и силы, чтобы этим заняться. Так что до скорой встречи, пока.